Официальная история утверждает, микромир был открыт в XVII веке, когда Антони ван Левенгук впервые увидел в примитивную линзу микроорганизмы. До этого человечество якобы бродило в потьмах, списывая болезни на демонов. Но давайте включим холодную логику и математический расчет. Нам говорят, что египтяне находили свои лекарства и методы диагностики эмпирически, то есть методом случайного тыка. Но возможно ли случайно изобрести гормональный тест или целенаправленно использовать сложнейшие антибиотики? Не зная, что вообще искать, врач не мог вести слепой перебор, где цена ошибки – жизнь пациента. Сегодня мы докажем, в Древнем Египте не просто знали о существовании микроорганизмов. Они, скорее всего, наблюдали их и умели вести клеточные культуры, на которых проверяли действие лекарственных составов. Досмотрите это видео до конца. Мы разберем, почему британский исследователь Роберт Темпл прав, утверждая, что только слабая подготовка египтологов в точных науках мешает признать очевидное. Древнее царство знало и умело контролировать микромир. Начнем с классического примера – пенициллина. В учебниках написано, египтяне прикладывали к гнойным ранам заплесневелый ячменный хлеб. Поверхностный взгляд видит здесь дикость, но биолог увидит технологию. Чтобы понять их логику, нужно заглянуть в суть египетского медицинского мышления. В папирусах вы не найдете слова «бактерия». Вместо него врачи Древнего Царства использовали фундаментальное понятие «ухеду». И это не имя бесплотного демона из мифов. Египтяне описывали ухеду как вполне осязаемый материальный субстрат тления, яд гниения, который зарождается в организме, циркулирует по внутренним каналам, вызывает воспаление раны и наполняет ее гноем. Более того, египтяне четко зафиксировали: именно этот агент ухеду после смерти человека запускает посмертное разложение тканей. Вдумайтесь в масштаб этой логики. За тысячи лет до изобретения микроскопа древние медики связали гнойную инфекцию живого тела и распад мертвого в один и тот же биологический процесс. Под словом «ухеду» они описывали то, что мы сегодня называем болезнетворными микроорганизмами. Именно поэтому их схемы лечения были направлены не на абстрактное изгнание духов, а на химическое уничтожение этого материального яда. В природе существуют тысячи видов плесневых грибов. Большинство из них, например, аспергиллус или мукор, выделяют опаснейшие микотоксины. Если вы приложите к открытой ране случайную плесень из подвала, вы получите не исцеление, а мгновенный некроз тканей и гангрену. Чтобы лечение сработало, вам нужен строго определенный штамм – Penicillium notatum. Случайно наткнуться на него и зафиксировать в папирусах как стандартный протокол лечения невозможно. Методом проб и ошибок древние врачи просто отправили бы на тот свет тысячи пациентов. Египтяне снайперски точно указывали: брать нужно именно ячменный хлеб и выдерживать его в строго определенных условиях. А это не что иное, как ведение чистой клеточной культуры на специфической питательной среде. Они знали, что они выращивают, и знали, как этот микроорганизм воздействует на агент болезни – субстанцию ухеду. Египетская фармакопея поражает сложностью. Самая шокирующая практика. Египтяне использовали помет крокодилов. Он входил в рецепт средства для контрацепции. Высокая кислотность этого средства меняла pH-среду, действуя как идеальный спермицид и антисептик. Какова вероятность наугад догадаться о подобном действии? Нулевая. Для лечения болезней глаз, воспаленных ран, опухолей использовали кровь, жир и мясо крокодила. Совсем недавно ученые обратили внимание на уникальную иммунную систему крокодила, которая предотвращает инфицирование полученных в драках ран. Крокодилы живут в грязной воде, кишащей опасными инфекциями, но их раны не воспаляются.
Оказалось, в тканях крокодила есть уникальные белки, разрушающие бактерий, даже тех, которые устойчивы к современным антибиотикам. Египтяне использовали это 4000 лет назад. Такие рецепты могли появиться только в одном случае: если древние исследователи целенаправленно видели и тестировали различные органические субстанции на культурах микроорганизмов, фиксируя, какая из них эффективнее всего подавляет рост бактерий и останавливает их деление. Египтяне искали природные штаммы-убийцы, и они их нашли. Если вам все еще кажется, что это совпадение, посмотрите на их диагностику. В берлинском папирусе описан тест на беременность. Женщина должна была ежедневно поливать мочой зерна ячменя и пшеницы эмера. Если зерно прорастало, беременность подтверждалась. В 60-х годах прошлого века ученые решили перепроверить этот метод в лаборатории и обомлели. Точность египетского теста составила около 70%. Моча беременной женщины перенасыщена эстрогенами, которые стимулируют деление растительных клеток. Египтяне открыли гормональный анализ за 1000 лет до изобретения этого термина. То же самое касается их теста на бесплодие. Женщине на ночь вводили во влагалище зубчик чеснока, и если утром его запах не появлялся во рту, ставился вердикт: она не родит никогда. Древние медики метафорично объясняли: внутренние каналы тела заблокированы. Сегодня любой гинеколог подтвердит: при спаечных процессах или непроходимости маточных труб анатомический барьер действительно блокирует диффузию веществ в брюшную полость, а оттуда в кровоток и легкие. Египтяне мыслили системно, оценивая реакцию организма на клеточном и гормональном уровнях. Но как они могли знать про бактерии и микромир без микроскопов? Ответ шокирует. Посмотрите на эти кадры. Это глаза статуй древнего царства, созданные более 4500 лет назад. Египтологи веками твердили: это просто красивое декоративное стекло. Профессор Роберт Темпл провел масштабное исследование и доказал: эти глаза – сложнейшие оптические линзы, выточенные из горного хрусталя. Огранка их поверхностей выполнена по законам высшей оптики, которые в Европе открыли только в новое время. Лабораторные тесты физиков подтвердили: эти линзы имеют идеальную параболическую форму и дают колоссальное увеличение без искажений. Глаза статуи имитируют тонкий рисунок радужки, и само их изготовление требовало сильного увеличения и использования линз. Люди, способные рассчитать и выточить параболическую линзу из кварца, технологически были готовы к созданию микроскопа. Как утверждает Роберт Темпл, в Древнем Царстве существовала развитая оптическая индустрия. И если мы сопоставим это с представлением об Ухеду и развитой антисептикой, то придем к выводу, что в Древнем Царстве могли использовать оптику для накопления знаний о микромире. Многие десятилетия египтологи были погружены в религию и мифологию и могли просто не оценить высочайшего уровня развития естественных наук в Древнем Царстве. Потому что для этого нужно было разбираться не только в мифах о богах, но и в оптике, физике, микробиологии и медицине. В результате научный и технологический уровень египетской цивилизации оказался чрезвычайно занижен. Схемы лечения плесенью, использование уникальных свойств рептилий, подтвержденное в наши дни, гормональные скрининги – все это звенья одной цепи. Перед нами не зародыш медицины, а осколки древней высокотехнологичной биологической науки, масштаб которой мы только начинаем осознавать. Но если у них были технологии ведения клеточных культур, гормональный скрининг и сложнейшая оптика, то куда все это исчезло? Ответ на этот вопрос скрывает в себе пугающую правду. Почти все фундаментальные открытия, которые мы сегодня расшифровываем в папирусах, были сделаны на заре египетской истории.
в эпоху Древнего Царства. В последующие века египетская цивилизация столкнулась с серией глубоких кризисов, вызванных в том числе маразматичным управлением фараона Пепи II, находившегося у власти 94 года. Технологическая цепочка прервалась. Секреты изготовления сложнейших параболических линз исчезли. Медицинские трактаты все больше наполнялись религиозным содержанием в ущерб научному знанию. Высокотехнологичная цивилизация схлопнулась изнутри, и в этом кроется главное, зловещее предостережение для нашего собственного мира. Мы привыкли верить, что прогресс линеен и вечен, но история Древнего Египта доказывает обратное. Как вы думаете, защищена ли наша цивилизация от такого финала? Или мы уже на пороге нового регресса? Напишите свое мнение в комментариях, давайте устроим честную дискуссию. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые расследования, и поставьте лайк, если этот ролик заставил вас задуматься. До встречи в следующих выпусках.